Поэтому я не могу сказать. A brief intro section here where he's going to be finding his last ship part, the interstellar radio, and going to be broadcasting an SOS signal that's going to be picked up by the rescue corps. And Смысл игры такой, что главный герой, ему нужно найти последнюю часть космического корабля, чтобы отправить сигнал SOS. И его забрали. В этом смысл игры. Либо смысл этой начальной локации, но суть в этом. Пикмены — это вот эти маленькие существа, красные, вот которых мы взяли. Мы даем команду, и за нами бегут наши пикмены. Это собачка, на которой мы бегаем, это Pikmin Дог. Она зеленого цвета. Ее зовут Мосс. Это босс, и Раннер рассказал то, что его можно за 2 цикла победить. Если правильно бежать во врага, то можно сделать 2 цикла. Он сделал все правильно, это было 2 цикла, мы победили. И сейчас мы будем менять цвет на тот, который задатели, это фиолетовый. Я загуглил, мне фотки выдает собак. Первая цель. Перед тем, как мы спасем Олимара, нам нужно часть корабля найти. Вот мы восстанавливаем фиолетовую одежду, так как фиолетовый цвет. Как вам больше нравится, пурпурный или фиолетовый? Вот. Я привык называть фиолетовый. Вот, и суть игры в том, что мы играем за инопланетянина, наверное. Это Pikmin Dog опять. Мы нашли собачку, компаньона. Его зовут Очи. Мы сейчас приказали ему, чтобы он тянул вот это растение. Он его тянет. Медленно тянет. Он сильнее нас. Все, он раскрыл нам путь. Благодаря ему мы можем пройти. Какой хороший компаньон. И мы спасли одного члена команды, Полина, оператор он на нашем корабле. Мы капитан, получается, и у нас есть команда. Мы спасли собачку, оператора, и вот у нас еще закрытые персонажи. However, we actually don't really like Colin. Colin is kind of known within the community to be kind of the worst. We all hate Colin. И комьюнити не любит этого персонажа, Колина. Ну, скорее всего, из-за RNG, то, что с ним нужно взаимодействовать, а он не поддается. Поэтому к нему не очень хорошо относятся раннеры. Сейчас будем использовать собачку, она откопала нам люк. Приказали ей помочь, а вот она копала. Получается, она может уже 2 функции делать. Копать и тянуть, либо это просто взаимодействие. Первый уровень. Он сократил, как бы быстро затриггерил катсцену, чтобы сразу она началась и пропустить ее. В общем, мы спасли еще одного персонажа. Это этот Шепард. Не знаю, какая это роль на корабле. На космическом. Шепард. Кто в Mass Effect играл? Как Шепард роль переводится? Вот он Шепард. Вот, возвращаемся назад на поверхность. Часть команды, часть корабля, да. Решала. Решал это фиксер. Фикса.
like basically unoperable because we need fuel. And in this game, fuel is used by a unit called Sparklium. And it turns out that Sparklium Ну ладно, is вы just не kind of поняли. held in Пофиг household тогда. objects. So first we discover this onion. This onion does not have any Находим лук. sparklium in it, but it is going to allow us Собачка to опять use копает. Pikmin. Он сказал лук. Это лук? But Помидор look at похоже. him go. He's good job, Ochi. He's doing. Смотрите, он выкопал и сразу же несет. Какой полезный пес. Colin, come on now. What's happening to the other guy? И это, видимо, RNG. Они благодарят собаку за то, что она правильно несет в нужном направлении. Yeah. Нам нужно поднести к этому определенному месту, чтобы вот произошла вот такая конструкция. Congratulations. И мы взяли первого пикмена, этого красного. Он говорит мультитаск, то есть многозадачность. Здесь можно одному юниту приказать делать одно, а сам делаешь другое, и вот это часто будет использоваться. Вот. Пикмен красный позволяет что-то делать с цветками красного цвета. А, мы собираем пикменов, видимо, из цветков, у нас их уже больше одного. Вот их можно закидывать, и они свою работу исполняют. Это какое-то строительство, это стратегия, что ли? Вот, в общем, пикмены что-то делают в той стороне, пока мы закидываем этих в два цветка, они собирают цветки, а те наверху что-то другое делают. И вот мы собачку закинули сюда, чтобы упал портативный какой-то девайс, который гигантского размера, не особо портативный. Либо они отсюда спавнятся, вот с этого лука. Наверное, да, они здесь спавнятся. Вот пикмены позволяют переносить предметы, мы можем давать им задачи, и тем самым собачка тащит медленно, плюс пикмены. Прикольная, кстати, механика. Игра-то прикольная, оказывается. Пикмены носят предметы, ускоряют за счет того, что собачка носит. Вот, и это обучающий уровень был. Мы спасли 2 человек, нашли 2 предмета, 3. Вилку, какой-то желтый, что-то желтое и девайс. Вот мы, видимо, будем восстанавливать всю игру, свой корабль, чтобы он функционировал. Плюс сигнал SOS. Почти StarCraft, только иной. Давайте займемся исследованием этой планеты. Мы можем использовать корабль уже или нет? So, I mean, scattered throughout all of this game, there are tons of caves. Like, we saw the first cave. They made a huge deal about this, like caves returning from Pikmin 2. Within those caves and above ground too, there are treasures. But in those caves, there are treasures and there are castaways. And in some of them, there are also onions and farlock. The treasures will give you Sparklium, which we need to increase the ship's radar to unlock new areas, which is going to be pivotal. And castaways are just as pivotal, if not more, because that is how we're going to rescue the rescue corps. That's correct. Yes, thank you. Вот, рассказали сейчас то, что в течение игры мы будем данжи посещать. В данжах есть 2 ресурса. Один ресурс позволяет... Я забыл уже, что он говорил. Слишком много рассказывал. Сейчас я попробую вспомнить. Один ресурс позволяет как валюта использоваться, чтобы улучшить сканер, и сканер позволяет расширить область, тем самым позволяет нам путешествовать дальше в другие локации. Второй ресурс позволяет нам найти ядро для корабля. Вот, нам нужно улучшить сканер и найти ядро для корабля. В общем, либо это валюта, либо какое-то что-то. 2 чего-то, короче, нужно. Я это валюта обозвал.
Но это какой-то ресурс, возможно. Два разных. Вот, это первый данж. В данжах несколько уровней есть, и мы должны находить сокровища в данжах. Отправляем пикменов в атаку. Они нападают. В атаку! И они идут атаковать. Закидываем их просто с невероятно быстрой скоростью. Все, 10 пикменов передвигают предмет. Мы можем контролировать. У нас количество пикменов в правом нижнем углу вы можете видеть. Максимальное значение и то, которое в данный момент свободно. Собачка, вон, мы можем собачку приказать ей, чтобы она ломала объект, тянула. Но большое количество пикменов это быстрее делает. Мультизадачность в этой игре нужна, мультизадачность. Делать несколько заданий сразу, отправлять пикмены в разных направлениях. А что мы делаем? Мы не делаем ничего. Это самое главное. У нас есть компаньоны, которые будут за нас все делать. We generally go by the philosophy of like, I'm just not going to bother you. If you're not in my way, I am not going to touch you. So we speed this up, and in Pikmin, generally, you know that you've done something right if all the treasures are getting in at the same time. Pikmin is ultimately a multitasking game, and so your ability to time everything and collect everything in a coordinated, efficient manner is ultimately what drives the speedrun. This is true for not Вот just нашли Pikmin еще 4, одного but the entire компаньона. Pikmin franchise. Мы нашли раз. Шепард — это имя. Внесите это в протокол. Я исправился. Dandori. Шепард — это пастух. У меня флешбеки произошли. На корабле это имя было у него. В Mass Effect. In previous Pikmin games, you started with the ability to take out 100 Pikmin on the field at once. In this game, you can only take out 20. И вот мы получили новый фрукт. Получается, у нас будут новые пикмены. Ну, не фрукт, что это? Какой-то овощ. У нас будут новые пикмены. У нас уже их два так-то. У нас синие есть и красные. И, наверное, у них функции разные. Сейчас он будет делать sequence break. Если мы закинем пикменов и встанем в это положение, они сбросят нам сумку, по которой мы сможем залезть. Это sequence break так-то. Вот, бросаем чувачков, пусть они копают. Сейчас откроем новый данж. Это какая-то локация. Треснувший котел. Мы найдем здесь новый тип пикмена. Наверное, вот эти два пикмена, которые у нас есть, синий и красный, они одинаковые, ну, как тип. А тут, наверное, новый тип будет. Помимо цвета, типа у них тип отличается. Вот он раскидывает определенное количество туда-сюда, влево, вправо. Каждый занят чем-то, трудяги. Вот желтый пикмен. Нужно освободить их, освободить этого пикмена от цветка. Или что? Что он имел в виду? Способность желтых пикменов, мы можем кидать их очень высоко. Это их особенность. Также они сопротивляются электричеству. И, соответственно, только они могут поломать вот эту трубу, которая электрическая, вот, которую сейчас сломали. Только желтые могут сделать. So we're going to nectar our yellows. As you'll see, keeping Pikmin flowered is just a very important strategy in general. So we're going to nectar. Нужно оставить пикмена с цветком на голове. Это очень важно. От него можно избавиться. Он медленнее, Ран рассказал, с цветком. Но он нужен где-то. Не совсем я понимаю, как понять, что это именно он.
Может быть, он один среди них такой? У нас 20 материалов есть, которые мы будем использовать. Закинули всех пикменов, пусть они ломают трубу. Вот мы вытащили пикменов желтых как морковку выдернули. И сейчас их больше настало, вместимость увеличивается. Видимо, если ты находишь их на уровне, твоя максимальная вместимость увеличивается. Закидываем пикменов в лаву, чтобы они разобрались с этими котлами поломанными, и тем самым освободили трубу, или что это, от лавы. Выдергиваем еще пикменов, чтобы увеличить вместимость. Шнаус. Это Шнаус был персонаж. Капец, сколько пикменов мы собрали. Вот, это Шнаус, персонаж новый. Его не показали как члена корабля, интересно. Он, наверное, что-то другое делает. Очень маленькая собачка, мы его любим, но он маленький. Нам нужно, наверное, увеличить его размер. Тут еще есть механика смены дня, то есть мы сейчас день пропустили. И, видимо, это двигает сюжет, пропуск дня. Thank you so much, Dandori. There's a lot of really interesting stuff that's about to happen. So in a little bit more of like an upgraded element, we now have a cutscene that says Ochi's huge, which is great. It's going to happen in a moment. Ochi's huge. Да, мы увеличим размеры собачки, Очи. Оджи или Очи? Оджи. Мы его, Очи, мы улучшим его, и он станет большего размера скоро. Я начну тренировку, говорим персонажу. И мы можем улучшать нашего друга, Очи. Мы нажимаем баф, ну, первый апгрейд. И из-за того, что мы сделали ему баф, потом супер баф, он сможет носить очень большие предметы. Это очень важно для раута. Он может очень большие предметы носить. Ну и вы сами видите, он больше чуть-чуть стал. Мышцы подкачал. Нажимаем «Посетить лабораторию», и это нас отправит, наверное, в лабораторию. А, это апгрейды тоже. Мы улучшили рок, это типа, в который дудеть надо. Что-то тоже дает. Good for Dandori. Very good for Dandori. Yeah, no, Chris is right. So it was introduced in Pikmin 3. It luckily makes a reprise here. So the important thing, why is Ochi being so huge important? There are two main things we have to keep in mind. For one, you can ride Ochi. This is very important for my mental health. Первая причина, почему нам нужно его улучшить, мы можем ездить на Очи. Это очень важно. Вторая причина, почему мы увеличили размер. Ты можешь прыгать. Вот, видите, прыгать. Это позволяет получать доступ к новым локациям. То есть мы быстрее передвигаемся и прыгаем. Доступ к локациям важно. Coming up here, we are going to get a lot of ice Pikmin. We need 30 ice Pikmin for reasons that I will explain very, very soon, but not Нам нужно 31 ледяной пикмин, то есть синенький. В этой локации мы будем собирать синих пикминов. Это стена, по которой нужно карабкаться.
Nice, that was really good. Okay, I was able to get off of Ochi before the cutscene plays, which allows me to switch to Ochi. Oh no. Run off. Yeah, no. Он мог, Ochi он was мог пропустить unfortunately a катсцену, failure тут, and которую он no, сейчас скипнул. sir. And Я так понимаю, он должен был basically, вовремя he слезть decided to knock с Очи, the captain off the ledge, which is fine, it happens. You know, но он не it's смог the вовремя effort that нажать. counts. Also, Вот, за I счет pulled up a little ресурсов они menu, там you что-то wanna explain стеной, по shortcuts которой ты карабкаться to должен, the ее, group? наверное, So сломать могут. basically, Видимо, you тут есть can разный способ, как map проходить. certain Или наоборот actions они to сделали. the А, D-pad, ну за which счет will ресурсов нет, они сделали, let чтобы по ним you, можно было карабкаться. Yeah, use them quicker. Right. You mapped switching captain, so you can switch between the captain and Ochi very quickly with a single press of a button. Right. Теперь So можно there, переключаться basically, между the two Очи, commands that I wanna map right собачкой, now и mostly главным are героем, dismiss, капитаном, и which, управлять им. which is basically like, you know, Вот мы I можем don't им want any играть Pikmin with теперь. me and switch. So if I want to move flawlessly from Ochi to the captain, I can now do that without too much effort. So what you're seeing right there is the charging horn. So you see how I do not have to throw all of those Pikmin, and instead I can just send a whole bunch of Pikmin en masse to various targets. This is the charging horn. So as you can see, it is very fast, because instead of having to throw individually all of these Pikmin, I'm able to Вот он сейчас basically move рассказал through по the поводу levels рога. a lot quicker and Рог. have them Я approach до этого objectives a lot говорил, more что мы quickly. улучшили его, или просто You'll мы его notice that you как бы only сделали need за treasures счет to be покупки. under the ship being collected Когда мы in нажимаем animation to Charging move Rock, forward. They рог, actually will count as being который collected. ну, So, заряжается, ну, as soon as I заряженный, start мощный moving- рог, Yeah, exactly. мы можем сразу несколько пикменов, So большое here количество, there отправить is в одном an направлении, immediate amount of вместо того, чтобы freeze, индивидуально по we're одному just их gonna headbutt отправлять. it, and it's Это gone, преимущество. which is То есть мы excellent. можем большую толпу за Normally, to раз get up here, we can actually отправить, use yellow делать throws, какое-то 'cause you дело. kinda cheat and get this treasure down Если early по when одному, you вот knock как вы down видите, он one of закидывает. our Это favorite стандартная captain guys. функция. Someone whose name I Вот. forget, 'cause, you know, that's Ну, how much увидите, I- когда он толпу отправляет что-то делать, огромную за раз. Это вот за счет рога так можно No, but сделать. there's a lot of castaways in this game. So we get this one. We get a couple more materials. Some ice didn't get. Он entered, очень which помогает is also передвигаться, cool. удобный апгрейд. Honestly, yeah. Ooh, Вот you в этом see, даже, we опять love же, that да, мы trivia. будем собирать синих We get пикменов. this treasure, and we're out. Okay, Берем so now we have сокровища 30 и ice. This is really нажимаем important, 'cause as you see, another thing that was shown off in sub-level 1 is телепорт, that ice can чтобы actually выйти freeze из lakes. уровня. Frozen lakes Ну, are через kind of nice, 'cause опции you can там walk можно on them, which вернуться is something that you на normally can't do поверхность. on unfrozen lakes. We're gonna need 30 ice to freeze Нет, мы не здесь будем a large собирать enough lake to синих get the пикменов blue onions, ледяных. because we need blue Pikmin later in this game. This is gonna be a lot more, apparent. 31 синий пикмен coming нужен up. будет позже в игре, поэтому он говорит, Does- что нужно yeah, 31 Chris, do you минимум. want to talk about what spicy sprays are and what they do? Because that's going to become very relevant in a very little bit. Yeah, so some enemies and some fruit that you collect can generate spicy spray. And when you use it, Pikmin immediately get flowered if they're not already, and they start working a lot faster, and they're also starting attacking faster. But also, one downside is I think they start dying faster to every hazard. Yeah, so they die slightly faster because their animations are doubled. Hopefully, we don't have any of that downside. And Вот сейчас про механику рассказал комментатор один, что в локации будет spicy спрей, то есть специи, какой-то спрей, ну, газ, допустим, да, газ острый, или специи, газ. Вот, и когда пикмены в него попадают, у них цветки на головах вырастают. Когда у них цветки на головах, они быстрее атакуют и быстрее что-то делают, но и умирают от любых условий, там, которые наносят урон быстрее. Это тоже важно. Ну, увидим, когда подобную механику я, может, лучше что-то еще пойму. Хотя мы уже с цветками, может быть, это уже было. Это какой-то симулятор торговли, мы специями торгуем. Может быть, не знаю, с Римом что-нибудь. Рим Empire. Берем резиновую удочку. Speed that up. Ochi needs to be at base because there's a guy at base. We're gonna throw 9 yellows here. And we're gonna check this guy. Please, please, please. Yes. Okay, we're in. There's one. We want to count him up. All right, look. Ochi's here. We check this. Все, отправили на корабль уточку резиновую. Nope, it's okay. You can't win them all. And that's why we check. Ну, многозадачность, да? Как я уже сказал, мы делаем разные дела, отправляем пикменов в одну сторону, в другую, туда-сюда, и они трудятся, трудяги. And I love that. And then we're basically going to multitask, and then there's a castaway up here. Now look, when I move base, Ochi comes with me.
Isn't that fun? So we basically normally you're supposed to solve a Мы whole можем puzzle to также get через Ochi меню over here, телепортироваться but на instead начальную we just точку use the вот powers этой that базы у нас teleportation летающая, magic. которая But нас Ochi stands телепортирует in назад. the other base. Мы можем Right. быстро к ней улететь, и Basically, когда when мы you move a base, телепортируемся, everything- наша oh, собачка man, вместе it's с being нами really mean, but it's отправляется. okay. Таким We're образом, gonna get можно one of our most двух important персонажей rescue переместить. corps officers here. This Мы спасли is офицера очень Dingo. важного. We love Dingo. Его зовут Динго. Dingo. Это важный персонаж. We love Dingo. Этого Dingo персонажа knows раннеры no любят fear. за что-то. Он He ничего не is боится. the Tom Cruise of the rescue Он corps. Том He Круз. can do anything. Он There может is абсолютно nothing that I все fear, сделать but в I этой fear the игре, wrath of ничего не Dingo. боится. Basically, Dingo can beat any level if you're not trying hard enough at it. So it turns out that this is very good because a lot of levels that you'll see later, like a lot of battles, are auto-scrollers. And although auto-scrollers in battles are very fun for casual play, speedrunners don't really like them. So В игре есть автоскроллеры битвы, и раннеры не особо обожают подобные уровни, и вот Динго может как-то по-другому эти уровни обойти быстрее. Поэтому он крутой. Сбросим Очи в воду. Зачем? It's actually important. It's incredibly important. Это важно, and he's кстати. okay. Он сказал. Okay, so the reason we drown Ochi, I promise this is incredibly important. We need Это to важно, drown это не Ochi ради so he can шутки. learn how to swim. And there's no better way to learn how to swim than to try and fail. Sometimes it takes a few tries, but it turns out, like, I think it's 2 days after you first attempt to have Ochi swim, then Yes. he actually learns how to swim, and then he can actually swim. Yes. And we can swim in the water with him, and he'll be a very good boy, and it'll be very important. Correct. Yes, that's very well Это said. важно. Мы учим так плавать собачку Очи. Спустя несколько дней он научится плавать. Единственный способ, как научить собаку плавать, чтобы она получила способность плавать, нужно, чтобы он пытался. Поэтому мы бросаем его в воду. Это не по приколу, это важно. То есть он плавает, тонет, выпрыгивает, мы начинаем в следующий день и так несколько раз, и у него потом позже появится способность плавать. Вот в чем суть. Очи запомнит, да, он сделает выводы и научится плавать. Либо потом ботинки погрызет твои, пока ты спишь. Или носки украдет, спрячет где-нибудь. We know that guy. Что там собаки обычно делают? Loved everything about Pikmin 4 and excited to see the run. I'm too old to stay awake, so I'll catch the rest run on the VODs. Good luck, Cat. Thank you very much. Coming up, we're gonna collect a lot more treasures, do a lot more fun things, but mostly we're gonna do a Еще little bit more будем out of парочку bounds сокровищ stuff. находить. So, very interesting. A Скоро lot of будет things out of in bounds. this world have collision, which we're gonna actually use to our advantage. Throughout this universe, there's a lot of unfinished bridges. It turns out that even though the bridges are unfinished, you can actually walk on them, including walking on the railings. This is going to be very good because you can use moving around the railings to access places that you couldn't access before. There, by the way, just pausing to say that, just to show off that you can basically use one rush Он to рассказал, knock что в down игре есть a мосты, bridge, которые try to knock недоделаны. down a wall, and also knock Но off несмотря на то, что они that недоделаны, clock. ты So можешь it's по a ним little перебраться. Here's our first Если little, ты наступаешь slight на out of bounds, that's very бортики, easy. на Here's an перила. unfinished Сейчас bridge. посмотрим, как это выглядит. Вот это незаконченный мост. So yeah, he И вот, jumps all несмотря the на way то, to the что он right незаконченный, instead of если мы forward- двигаемся по forward because there's an перилу, invisible wall. мы можем Yeah, попасть so туда, look, куда so нам we нужно. can't- we need to go around Там the была invisible wall, невидимая but look, we can стена. basically around this gate for free. Вот, мы обошли вот этот забор электронный Interestingly, просто look, так, Ochi- we made потому Ochi что really мы big and strong. Some использовали of you might мост, remember that. обошли And look, невидимую Ochi is стену. just so big and strong, pushing on this bag by himself. We love that for him. Все, мы приказали собаке, чтобы он двигал шорткат, а сами переключились на капитана и телепортировались на базу. И вот у нас Pikmin сейчас в другом месте, собака здесь, и она сейчас будет делать задачи. Вот, здесь невидимая стена, потому что мост не завершен. Well, you didn't do Мы that. ее обошли, то есть мы вот так вот по дуге прыгнули, и потом прыгнули через мост. Там на самом деле невидимая стена, мы не можем подойти на тот край, с которого он прыгал уже через мост. Раннер говорит, это труднее, чем это выглядит. Он надеялся, что покажет это, и у него получилось, он показал. Are you sure that's Olimar? Yeah. Oh, sorry. It's Вот. very unclear whether or not that's Olimar. So we say end the Dandori battle, and Olimar's like, what? And then we're like, no, we need help.
Вот then это Dingo Olimar, comes in and is like, oh, походу, да? need Мы его help? спасать будем, And then Dingo wins. так как у нас So they категория just say «Спасти 5 Олимара». minutes. So that fight takes 5 minutes. It's a timer, so it is an auto-scroller. So Dingo just saved us a 5-minute auto-scroller. We love you, Dingo. Mission Impossible 1 right there. Don't worry, there's a couple more. there's a couple more. First mistake, it's okay. It turns out that I need different Pikmin numbers. Yeah, you need the It's fine. yellow. Во время миссии мы можем назначать количество пикменов, которое нам нужно. То есть мы не можем взять всех. И он неправильно сделал, ошибку совершил. Им нужно было определенное количество выбрать, а он выбрал неправильно. Вот. Видимо, он про эту локацию говорил, ему нужно было 30 пикменов. Видимо, он их собрал уже, я пропустил, когда он это делал. В этой локации они используют 30 пикменов синих. So we're going to basically use that blue onion because we're going to need to grow a lot of blues. There's going to be a cutscene because they're going to get confused. Yeah, I'm sorry, guys. Вот, им нужно вырастить So if they get другой stuck, there's a little cutscene. лук. Короче, тут все лук называется. Голубой лук, синий лук, красный лук, желтый лук. Мы не знаем, кто это за персонаж. Это Олимар по сюжету. Но пока что мы этого не знаем. Вот. И эти 30 пикменов могут заморозить реку и вырастить вот этот синий лук. Нам нужен синий лук. Нужно быстрее вернуться назад до того, как лед не сломался. Чуть не сглазил, он говорит. Сейчас у нас здесь синий лук. Has an enemy ever attacked the 30 Pikmin carrying the blue onion for you? Yes, and that's very annoying because usually it's a reset. Yeah. Ну, я не знаю, зачем вот он ресурсы собирает, что это дает, не совсем я понимаю. Oh, it's past that point now. Can't use it anymore. Но он приехал вот в эту локацию, собирает ресурсы. Лук вырастил за счет 30 пикменов синих. We can end the day and move on to the next area, Blossoming Arcadia. I will allow donations, but first there is a text box skip that I'm going to try to get right here. Тут будет текст-бокс скип, пропуск текста. Если у него получится. I skipped the text, and I just did. Nice. Okay. Ну там надо было нажать вместе с сокровищем активацию текста, что-то типа того. И у него получилось. Это даже незаметно. Но там был дополнительный текст, который мы пропустили. Отправляемся в Аркадию, которая процветает, расцветает. Доброе утро. Нужно будет... In these other areas, they're a little bit nicer, and they have these necessary Dandori battles. Again, we're doing this because we Аркадия. Аркадия, которая цветет. Это уровень, так называется. Процветающая Аркадия. Или цветение Аркадии. Ну, может быть, это сток какой-то растение. Сейчас будет битва. Точнее, будет локация сложная. Битва в коробке называется локация. Она мрачная. Вот он говорил про автоскроллеры битвы до этого. То, что Динго крутой персонаж, потому что он позволяет подобные битвы проходить легче, так как они автоскроллер. Миссия невыполнима. Он ее прошел. Я не знаю как. В общем, он Динго использовал, своего компаньона. И каким-то образом прошел миссию. Получается, автоскроллера не будет. Here we're going to throw exactly 17 Pikmin onto this bridge so that they can build it up a little bit. We're going to leave Ochi there.
Оставляем очи тут, потому что играть будем за него потом. Скорее всего. So for bridges, the invisible wall for unfinished bridges extends to the next completed row of bridge pieces. So even if you don't complete a bridge, you can basically extend the invisible wall if you half build it, basically. So that's what we're doing. We're in the business of half building. Нам нужно половину моста построить, то есть мост строится в несколько уровней стандартного состояния моста. Даже если мы обойдем эту невидимую стену, недостаточно, чтобы перепрыгнуть. Мы будем половину строить моста. Вот. Мы построим только половину моста, и после этого мы будем прыгать. Там тоже есть невидимая стена, у нее не получилось. То есть стена невидимая до самого конца есть здесь, пока мост не построен полностью. Но мы построили только часть моста. Этого достаточно. Ну, наверное, на это ресурсы уходят. На строительство. Плюс время. Мы будем в этой локации брать ледяных пикменов. В этой локации. Нужно повернуться здесь и закинуть их туда, там сокровища. Короткий уровень, не основной, sub-level. Очень похожий уровень, как был в Pikmin 2. Есть очень много ассетов, используется из второго Пикмана. Ну, это логично. Побочные уровни очень хорошие, так как там всегда в них есть всякое, что собрать можно, пособирать. Because I don't want to throw leaves onto this very far marble that I want to get moving, because this is going to take forever to get moving. Он очень мало пикменов потратил в начале, чтобы вот этот шар двигать. Очень важно его передвинуть быстро, поэтому чем больше пикменов ты закинешь, тем быстрее передвижение объекта. Это вот он минимум 7 сейчас закинул. Он как бы определенное количество раскидывать, чтобы они все несли предметы, чтобы всех хватило. Раннер говорит, что пикмены иногда принимают решение не помогать, несмотря на то, что ты закидываешь их помочь. Они просто отказываются нести предмет. Вот мы взяли несколько предметов, мультизадачность, отнесли их к воздушному кораблю. Coming up, there's going to be some really interesting stuff with, based on the mechanics of how material use works. So we're going to send our ice Pikmin using charge to build this bridge. Вот мы использовали charge, сразу видели 10 юнитов отправились. Ну, то есть горн, рок использовали. So we don't want to move the base yet, because they're going to the base to build the bridge. And if we move this base too early, that's unfortunate. So we don't want that. So we're going to actually chill for a little bit. Are you serious? Okay, no, it's fine. It's fine. We're doing great. We're doing great. We're doing amazing. В общем, там пикмены строят мост, и база стоит. И он не может передвигать базу сейчас, потому что пикмены мост строят. Но ему нужно передвинуть. It's hard to call it a sequence break, but definitely a developer unintended way of basically acquiring these treasures. So I'm going to wait tactically. Вот он сюда, видимо, базу передвинул. Ему нужно передвинуть ее после того, как мост... Ну, в общем, там какая-то манипуляция была с передвижением базы и построением моста. Он это объяснял, но я не понял, что он имеет в виду. Ты можешь фаст-тревел делать на свою базу. База — это вот эта штука летает, от которой мы уровень начинаем. This is why ice Pikmin are the best Pikmin in the game. Oh no, it's an enemy. And now it's an icicle. And now it's gone. Вот почему ледяные пикмены самые лучшие. Потому что они бьют врага и замораживают его. И враг становится простым для победы. The Pikmin were honestly very entrepreneurial there. They were already carrying stuff. Sometimes they do that, which I appreciate.
I'm actually exiting as Ochi on purpose. If you exit as Ochi, the captain will automatically ride Ochi at the beginning of the level, which is just some menuing time save because you can buffer stuff. With Dalmo, who is a very cute character if you ever talk to him casually, very cute NPC, we have now completed our drafty gallery. We actually intentionally missed a treasure because it saves time too. And then you don't get a cave complete. Мы специально пропустили сокровище в той миссии. Это сейвит время. So Chris actually earlier brought up a very interesting property of Spicy's, which that it flowers your Pikmin. This is very convenient because we've just spent the last, 15 minutes growing a lot of blues. Like, a lot of blues. And they're all leaves, so this is kind of sad. Luckily, Сейчас нужно поднать... now it's happy. вот. Ну, они получили, получается, усиление за счет спайси спрея. И вот они стали вот такими вот зачарованными, и у них цветы на головах выросли. Они быстрее дерутся, сильнее, но и погибают быстрее. Он очень быстро передвигается. So Sightless Passage, as the name implies, is very hard to see. So it's asking, do we want a headlamp? And we say no, because we can't buy one. So it's very dark. Нам предлагают купить лампу, но мы нажимаем «Нет, нам не нужна лампа». We know where everything is. Тут очень темная локация, в которой не видно. Отказываемся купить лампу. Так как раннер знает, куда идти, соответственно, лампа не нужна. Нужно собрать определенное количество сокровищ тут. Кидаем красных в огненных врагов, красных пикменов, у них иммунитет к огню. Вот, избавляемся от угрозы огненной. Позже она нам помешает, поэтому заранее выбираем. И появляются молния, враги. Наверное, враги желтые, пикмены желтые, наверное, имеют иммунитет к нему. Вот опять, красных закидываем в лаву, они разбираются. И желтые пикмены копают быстрее в 4 раза. Еще вот у них способность какая. Normally you can use a spicy to burst through this gate. Unfortunately, we only got one. It happens. But we can knock down this castaway while we're waiting for the wall to break. And then we can копают, в смысле, наверное, стену ломают, имеется в виду. Потому что ты как бы копаешь с нее. Вот желтые пикмены быстрее с ней разбираются. Are they gonna crush? Yeah, it was a weird kind of timing for things. That's okay. Nope, that's on me, honestly. Nah, that's fine. It turns out that red Pikmin don't like electricity. That's on me. I should have predicted that. Он случайно кинул желтого пикмена на электричество, и у него погиб пикмен. Ну, точнее, как там показалась анимация лишняя. Он должен был только желтых кидать. We got to build the bridge because this is one of the caves where the exit Нужно построить мост. is different from the entrance. And if you want to actually go on this alternate exit, you have to, instead of leaving early, you have to basically take the air vent up intentionally. О, градусник. So we have to build this clay mound. We get a castaway. И мы нашли еще одного персонажа. Excellent. So, Sightless Passage is done. Oof, scary. Точнее, он не мост говорит, а подъем. Ну, в смысле, такую гору, на которую он сейчас залез, ее построить надо было. We just need to tie up a couple loose ends, and then we're ready to go to the next area. So yeah, no, it's been pretty good so far. Do you have time for more donations? Yeah, donations would be good. Yeah, if we have time for some donations, it'd be great. Awesome, thank you so much. I have Сейчас, видимо, какая-то рутина будет, поэтому донаты начали читать. Очи. Если еще качать его, скорее всего, он еще больше будет размером.
$233 out of $20,000. There's only $9,200 to go. And of course, if we get that $9,200, that'll also put us at $270,000 raised. So like it's a win-win. So thank you so much for that donation. I also have $20 from Colin that says, hey, Вот is использовали that горн, a treasure over сразу there? 12. Thank you so Ну, much то for есть, the donation. когда мы нажимаем горн, Colin, why? там определенное количество пикманов отправляется. Вот там написано 12 из 12. Тут 7 из 12. То есть нижнее значение — это сколько минимум нужно, чтобы, видимо, неслось. Вот. И горн дает минимальное значение, сколько нужно. Если мы закидываем больше, просто скорость увеличивается. Соответственно, вот если нужно 12 или больше, это быстрее именно горном, потому что кликать 12 раз — это медленнее. Нажимаешь горн, сразу максимальное значение отправляется. Мы потеряли одного пикмана, к сожалению. Нам говорят, что вы уверены, что вы хотите покинуть локацию, потому что вы потеряете одного пикмана. И ему грустно соглашаться на это, но да, он вынужден, потому что нужно продолжать ран. You have to balance good maternal instinct with really, really, really strong apathy. So you know, it's really a constant battle of not only your mind but also your soul. So luckily we. Раннер рассказал то, что ранее эту игру тебе нужно четко, хладнокровно относиться к пикманам, с уважением как бы, но в то же время безжалостно, потому что иногда приходится их терять, и нужно выгоднее их потратить ради экономии времени. Сейчас мы улучшаем способность, чтобы он копал быстрее, наш песик. И сейчас он извиняется перед чатом за то, что он заставил нашу собачку тонуть в воде. Мы прокачиваем скорость плавания заранее. Когда очень научится плавать, он будет плавать быстрее. Покупаем парочку вещей. Нужно получить гранату-бомбу и ледяную гранату. Купить гранат огненные 5 штук. Ну, рок-бомб. Из скалы, граната из скалы. Их 5 штук мы купили. И одну ледяную гранату, получается, одна ледяная. Будем использовать гранаты, новая механика. Ну, Ice Blast. Может быть, это вокруг тебя взрыв. Может, это не граната. Amazing. Speaking of Dandori, we are inbound to Dandori Castle. У нас не показано, сколько сокровищ на уровне. Видимо, нужно уровень пройти, чтобы вопросики убрались и показывали, сколько все-таки их там. Для полноценного стопроцентного рана, если на достижение играть. Вот, мы плаваем. Он научился плавать. Это непростой прыжок, но, в общем, это тоже нормально. Нельзя запрыгнуть тут, только если получится. Соответственно, если с первого раза, экономия времени. Если не с первого, то уже трата. Не получилось у него. Следующий уровень, вон там 3 огонька, то есть уровень 3, сложность у этого уровня. И у нас есть динго. Он нажимает «Закончить мини-игру» или что-то типа того. Я не знаю, какая тут механика, почему он использует другого NPC, но динго. Он нажимает просто «Закончить уровень», и как бы у него проходится автоскроллер этот. Это при помощи вот компаньона, которого Динго зовут, происходит. This is literally the only reason, but a very important reason why we needed blues. Единственная и очень важная причина, почему нам нужны синие пикманы, это для того, чтобы замораживать воду. Здесь очень много воды в этом уровне. Соответственно, надо, чтобы они не только были синие, но еще и с цветами были. Эта локация ужасная, так как тут много воды.
Сбрасываем статую свободы, нажимаем рок, дудим в горн, 20 пикманов сразу же отправляются на задачу. Подкинули еще десяток, ну это все, мы всех подкинули. Все, они сейчас понесут статую до базы. И что произошло? Не понял, Пикмин погиб у него, походу. Для того, чтобы выкопать, достаточно 4, как уже упоминалось, они очень быстро копают, желтые пикманы. Сейчас очень долго будем плыть, именно поэтому мы улучшали скорость плавания для Очи, плюс мы улучшили еще скорость копания для Очи, мы копать, потому что сейчас еще будем. Вот мы копаем, плюс копают пикманы чуть-чуть, сколько там осталось их. Переключаемся на главного героя, так как мы можем играть разными персонажами. Мы увидели то, что у нас ресурсы взялись. Ну, то, что статуя отправилась на базу, и мы нажимаем телепорт на базу через меню. Он сейчас сделает шорткат и говорит, что купать будет новые вещи. А шорткат в смысле такой, на горячей клавише, который... То, что он купил новые предметы, он поставил их на горячие клавиши. Да, это граната. Мы кидаем роковую бомбу из камня. Она взрывает преграду. Точнее, копать не надо. Ну, быстрее получается. У нас было 40 пикменов, но осталось 39. Мы потеряли одного. И они все сейчас заняты. Соответственно, вот... Будем заниматься другим, пока они носят. Один статую несет, другой там что-то еще несет. Отправляемся делать дела. Нужно дождаться, пока они принесут предметы. Как только они принесут предметы, мы сразу уходим. Один из самых сложных второстепенных уровней сейчас будет. Ну, саб-левел — это подземный уровень, я понял. Это не то, что это второстепенный уровень или там побочный, а то, что саб под землей. Вот почему так называется. Один из самых сложных подземных уровней. Нужно заморозить в воздухе врагов для начала. Когда они падают ледяные, они сразу ломаются. Преимущество синих пикманов в данной битве. Нужно не обращать на этих синеньких врагов внимания. Нужно сделать так, чтобы пикманам не помешали они. Это RNG. Все, теперь нормально. Надо, чтобы они не дунули огнем в пикманов. У них случайное поведение, они могут повернуться и ударить огнем. We can then load this strawberry and head to the exit, and everything will come in. This is one of the most gorgeous floors to play when it plays well. Look at this. They're all coming in at roughly the same time, which is how you know Dandori. Boom. There it is. Dandori. Oh, excellent Dandori. Good floor. That was actually such a good floor. I'm so happy with how that went. That was gorgeous. Хорошо у него уровень получился, он рад, так как это был сложный уровень. Удачно у него получилось все. In typical Pikmin fashion, we want to get the farthest thing moving first. In this case, the farthest thing moving is a castaway over this graded spotted jelly float. Earlier, you saw what happened to jelly floats when they get frozen. They instantly die. Now, normally this takes a lot of ice Pikmin, or it can take one well-placed ice blast. Мы используем ледяной бласт, единственный, который мы купили, чтобы избавиться от этого врага. Не нужно смотреть, как он погибает, потому что у нас есть другие задачи. Он там погиб, в общем. Мы не использовали ледяных пикманов, потому что их надо очень много, чтобы избавиться от такого врага гигантского, поэтому бомба быстрее. Ломаем желе при помощи синих пикманов. Нам нужна та палка.
Избавляемся от этого врага, он раздражает. А, он не избавляется. Он его просто отвлек внимание, чтобы он утку не помешал нести. Он одного пикмена слил на него. И вот он, Раннер, говорит, не считайте меня злодеем, но это важно. Мы пожертвовали одним, это лучше, чем пожертвовать больше количеством. Это жертва во благо. It still can be. But it used to be a much worse reset point because Pikmin can get grabbed off of treasures. Но она недавно вышла, в прошлом году. I actually routed in an extra bomb, В 33-м году, получается, эта игра будет... Ну, да, возможно. Милые игры людям нравятся, она достаточно милая. Визуально просто ничего не понятно. Без объяснения, что-то происходит. Слишком много пикменов в пузыри попали. Нужно их вызволить из ловушки. These treasures, instead of going a very dangerous way that is fraught with peril, they're going to go up here where I broke the wall. So that's... Oh, excuse... What? Ah, buddies. Sorry. So what happened here is... Они застряли. Yeah, so what happens here is if ice Pikmin grab onto it, it won't go into the water, because it's like ice Pikmin can't go into water. So this is a very... Один из пикменов задел воду, и, соответственно, у них остановилась конструкция. Ну, они перестали нести, и тем самым он потерял время. Потому что ледяные пикмены в воду не могут заходить. Он еще пикменов сейчас выкинул, у него там чуть-чуть осталось. Наверное, с пикменами на спине ты медленнее передвигаешься. Он пытается запрыгнуть, тоже необычный прыжок. Why can Ochi go up that slope and not other slopes? No one knows. Everyone, how do you like boss quick kills? Do you like boss quick kills? Скоро будет босс, будем quick kill делать, быстрое убийство, то есть. I love Master Hop. Look how big he is, right? Love that. Посмотрите, какой большой Очи. Это собачка. Мы сейчас будем использовать механику заморозки. Это босс. Нужно в тайминг обойти под определенный угол и накинуть на него ледяных пикменов синих, чтобы в момент, когда он прыгнет, он замерз. И тогда он замоншотится. Это quick kill. Быстрое убийство, то есть. Если он на земле замерзнет, его нужно будет дамажить, у него хп будет продолжаться, кончаться. А при падении он полностью тратит свои жизни. Как бы там тайминг, не так уж сложно. Просто нужно зайти за спину и определенное количество пикменов кинуть. Нам нужно 7000 искр. Вот в правом верхнем углу можете видеть, обязательно. Ну, точнее... В общем, это важно, 7000 получить здесь. Ни больше, ни меньше. Получили еще одного компаньона на наш корабль космический. So in order to get one of the leaflings, we're going to need to do some night missions. Well, a little bit more on that in a moment. But before we can even talk about night missions, we need to go tell Yanni that we've saved him. So that's going to require ending the day. So while we end the day, this would be a great time for donations. Сейчас будут донаты. Мы еще скоро будем спасать Олимара. Нажимаем «Закончить день», чтобы следующий день начался. У нас есть Оучи на диванчике, можете видеть плюш. Нет, он уронил его! Как ты мог? Ты его то в воду кидаешь, то роняешь. Все в порядке. Это Очи. So 7,000 exactly, with the sheer grubs from the first cave as well? И вот мы получили 7000 искр. Это важно. Это, наверное, валюта для улучшения
корабля. Миссия спасения, день 7. То есть он спас себя за 7 дней, получается. Нужно вернуться в предыдущие локации ночью. Новая механика сейчас будет. До этого мы раньше играли днем, а сейчас мы будем играть ночью. Уровни ночью имеют других врагов, более сложных и агрессивных жуков. Это новая механика, которая появилась в этой игре. Pikmin 4. It turns out that Dingo can just do all of this for us. Unfortunately, it really doesn't want Dingo to do this for us, so in order to tell Dingo to do it, we first have to restart the level, and then we have to explicitly... Динго пройдет эти уровни легко, но для того, чтобы он захотел работать на нас, нужно перезагрузить уровень. Сейчас будет очень грустная локация, нам нужно погибнуть. Поэтому нам нужно слить персонажей. Ужас какой. I know, it's sad. I know what you're thinking. Why can't you just have Dingo do it like before? It turns out that Dingo doesn't actually help unless you deplete. Вот, нам нужно погибнуть обязательно, чтобы мы получили функцию «Получить помощь». И вместо нас у нас будет Динго, наш компаньон. Он эту миссию позволит пройти быстрее и легче. Поэтому покупаем бомбы, чтобы быстрее погибнуть. А пикменов мы скидываем с себя, наверное, они урон впитывают. Все, теперь третий раз, когда Динго, наш компаньон. Ты просто нажимаешь «Получить помощь», и миссия выполняется сразу, автоматически. То есть это автопобеда. За него даже играть не надо. Интересно, конечно, механика. Ты просто нажимаешь «Получить помощь», и у тебя автоматически проходится. Даже играть не надо. Все, мы подходим к лаборатории. Нет. Мы нажимаем опять «Ночь», выбираем уровень и начать миссию ночью. Thank you so much for your donation. Sneaky Spy is one of the greatest people to ever do it. If there's another donation, it's fine to read. Экспедиция ночью. The audience from what's about to happen. Okay, audience, don't watch. Well, watch, but pretend you're not seeing what you're about to say. I have $25 from Lexi, who says donating because who doesn't love Ochi, the lovable pig dog who's stolen all of our hearts. Thank you for your donation. He's definitely not about to die. I have $50 from Katie that says Dandori is forever. Thank you so much for your donation. Chat, don't look. Audience, look away. $50 from Single Speed. I tried to send a donation, but I also crash landed. Вот это ночь. Первый уровень мы можем наблюдать ночной, нормально, без бомб. Есть сложные враги ночью. Они всегда атакуют. И мы опять сливаем себя. Потому что нам нужно попросить помощь у Динго, чтобы автопобеда была. В донате только что говорилось о том, что бы он так не делал, и он так делает прямо сейчас. Dandori. Oh my gosh. $25 from Lemon Carrots, a donation in honor of my favorite Pikmin, Rock Pikmin. Thank you so much for your donation, Rock Pikmin. But I also have a $25 donation from Gruelis Brevity that says undisputable fact, purple Pikmin are the best Pikmin, perfect chomp. They are. Like, what is true? Who knows? They're pretty goated. И мы в итоге извлекли какой-то ресурс, таблетку. Но, видимо, это важно. The next night expedition, normally we've gotten basically 1 cure per mission. This next mission is actually going to give us 2 cures, which is why we're picking it in particular. В общем, в ночных миссиях мы какое-то лекарство собираем. Нам нужно вылечить Олимара. У него листья на лице. То есть из-за этих листьев непонятно, что это за персонаж. И он, видимо, последний член команды. И вот мы собираем лекарства в вот этих ночных миссиях. И это третья миссия. Чтобы их не проходить нормально, так как они долгие, вот мы погибаем и просим помощи у
Динго. Динго, Динго, его зовут, я забыл уже. Мы, скорее всего, опять погибать будем, потому что это ночь. Да, мы будем погибать опять. Третья миссия, мы попросим помощь. Ochi, you can do it, Ochi. You can do it. Ochi falls. That enemy can actually be very finicky. Все, просим помощь, автопобеда уровня. Динго, да, Динго его зовут. Автопобеда уровня, получаем лекарство. И, возможно, это последнее. Все, да, это конец. Больше нам не придется жертвовать нашими ребятами. Мы собрали лекарства. Вот мы собрали лекарства. Нужно найти код, чтобы спасти Олимара от сейфа. Видимо, это не Олимар был, это был другой персонаж. А, нет, это он и был. Нет, это Бернард. Да, это Бернард. Мы заплатим сейчас этому новому персонажу 7000 осколков, искр, которые мы собрали, и он скажет нам локацию, местоположение, где Олимар находится. В общем, если мы не собираем... Ну, в общем, чтобы найти способ, видимо, к местонахождению Олимара можно двумя способами. Открыть сейф, скорее всего, я предполагаю, либо найти лекарство вот, для нашего компаньона, которого мы сейчас вылечили. Но за 7000 искр он нам скажет. И вот мы выбрали другой вариант, вот этот быстрый. Мы нашли местонахождение Олимара и будем его спасать. It's going to be narrowed down to 56. You know, I find that a lot more acceptable. So we're going to get this playing card. I'll be able to see it in a cutscene in a little bit. Moss is out here currently defending her honor and Olimar's honor. And Moss is normally a very big pain. We're just going to ignore her. Мосс будет защищать... Вот Мосс это собака зеленая. Она защищает Олимара. Но мы в чужие владения типа зашли. И он говорит, что в игре, чтобы отгадать код, там 700 вариантов, но мы сможем сделать... В общем, это рандомный код из 7 комбинаций, из 700 вариантов. Но всего на самом деле 56 за счет того, что он как-то манипулирует с цифрами. В общем, всего 56 вариантов вместо 700. По какой-то причине он там как-то понял. Может быть, из-за того, что он карту перевернул, он тогда сказал, что в катсцене он увидит карту, и на ней, видимо, какое-то значение показано, которое создает выборку RNG, где только 56 значений кода могут быть вместо 700. И вот он проверяет все варианты из 56 вариантов. 7, 8, 9. Как ему не повезло. Это просто цифры друг за другом идущие. Говорят, что это худший код, который мог выпасть. 7, 8, 9. Все. Теперь нам нужно пройти этот автоскроллер без Динго. Динго не может нам помочь в этой ситуации. Мы не можем воспользоваться дешевым способом прохождения вот этих миссий. Мы должны сами пройти. Это сайт-скроллер, тут 6 минут. Нужно победить Олимара, то есть он против нас играет. Нужно собирать очки и побеждать другого соперника. Я пытаюсь понять, что делать нужно вообще.
А, мы собираем ресурсы и закидываем их в, ну, в область. Еще нам стены ломать нужно, чтобы пройти в новые локации. В общем, нужно победить. Мы слева находимся, наш соперник справа. Это Олимар, которого мы должны спасти. Почему он против нас, я не знаю. А, он предметы приносит. Нужно предметы приносить, что из-за этого дают очки. Странно. У Олимара 0 до сих пор. Что-то он очень слабо играет. Он заработал 2 очка. У нас 24. Интересно, как... Тут, наверное, нереально проиграть. И, скорее всего, здесь нужно все 5 минут это делать. I have $25 from Justin that says if they make a spin-off with giant plant creatures, would they call it 4 против that? 29. Thank you. I have $25 Альмар from не Bunny может Sunglasses, справиться. donating for my mom, who survived cancer last year. У него Love только watching 4 a Pikmin очка. speedrun for a good cause. Судя Can по I тому, get a что он Pikmin делает, for the он crowd? ничего не делает. Yeah, woo! I have Посмотрите, $50 сколько from Young Nana that пикменов says входят за this. Олимаром. This Они is без дела truly просто идут за Dory. ним и Thank you все. for your donation. $50 from Holly. Such У Раннера good там Dory. Thank you for your мультизадачность, он donation. туда-сюда просто. Каждый пикмен что-то делает. У Олимара все пикмены за ним ходят. О, нет, сейчас только один. 59 против 4. Я думаю, тут уже без шансов. О, враг, который бил нас ночью, жук. Я думаю, ему стоило наказать его за это. За то, что ночью избивал. Наверное, чем дороже предмет, тем больше очков дают. Ну, чем тяжелее. О, неплохо, 20 набрал. Алимар набрал 20. У нее тоже собака есть, которую зовут Мосс, а нашу зовут Отчи. То есть мы вначале играли, получается, за Олимара, потому что собака зеленая была. Это, наверное, было типа приквел, ну, интро перед настоящей игрой. Но, может быть, 100 надо набрать. 99 сейчас. Наверное, все-таки тут весь таймер нужно ждать. 4 минуты. Вот, кстати, мини-игра. Почему выгодно использовать Динго? Представляете, вот сколько он? 3 мини-игры пропустил, не считая тех, где он ночью погибал. Сколько это экономии времени? Жесть. Доброе утро. Олимар было 20, стало 21. Там еще по центру бонус пишут. Видимо, какие-то предметы дают больше очков, особые, вот, которые там показаны. Так можно, наверное, просто АФК встать, если ты уже большой. Ну, большое количество очков набрал. Прекрасное время для донатов. А, нет. В смысле? А, ну все. Там продолжается. Появилась какая-то скрытая бомба на уровне. Там написано: будьте осторожны рядом с этой бомбой. 36 очков у него. 170 против 36. Там еще способности поднимать можно. Вот у Раннера какая-то молния. Он ее сейчас нажал. Тут друг другу подляна можно еще сделать. Вот он сейчас молнией ударил Олимара. Вот она, бомба липкая. А, она привязывается. Собаки дерутся. Видели? Собаки дерутся. Эту бомбу можно принести на вражескую базу, Раннер говорит. Если ты принесешь эту бомбу на вражескую базу, очки потеряются определенное количество. О, видимо, Мосс, зеленая собака, хотел бомбу принести. Собаки начали драться за бомбу. Вон он опять несет. Он несет бомбу, а другая собака пытается эту бомбу остановить. У него...
И нужно, чтобы бомбу он не донес, так как отцена будет. Две собаки за бомбу дерутся. Очи погиб. Нет, он воскрес. Он почти принес бомбу. Ему нужно задоджить бомбу, иначе катсцена будет. Это трата времени. Катсцена! И он карту еще случайно открыл. Это еще потеря времени. 180 очков? Офигеть! Вы видели? Метаминус 100. Эта бомба 100 очков отнимает. Капец. Получается камбэк? Есть шанс. Олимар. Собака просто его. Собака, она за счет бомбы может позволить ему вот шанс дать. Ну, в ране, конечно же, все должно быть иначе. Никакой бомбы не должно быть. Потому что это катсцена плюс... Ну, очки не так уж важны. Ресурсы просто разбрасываются, ты их можешь заново подтащить, я понял. Неважно, получается. Просто бомба потратит твое время немного, так как ты свои ресурсы должен вернуть. Ну, они хотя бы рядом с базой. Просто, по сути, выиграть время. Прикиньте, потом турнир какой-нибудь устроить, мировой, 1 на 1 в подобном режиме. Всякие изощренные страты бы тут появились. Если бы компетитив была строгая. Бомба. С бомбой интересно, что бы придумали там игроки. Все, 5 секунд осталось. К сожалению, Олимар проиграл. Он счастлив, что он хотя бы почти дал шанс. Раннер говорит, я почти дал шанс ему победить. Нужно вернуть его на базу Олимара. И нужно вылечить его тоже от этих растений на голове. У нас есть оставшиеся лекарства. Мы его вылечим. Мы сейчас использовали спайси, спрей, и чтобы там, видимо, катсцена какая-то, раннер говорит. Мы подпрыгнули во время использования. Хаос произошел, ненужный, его не должно быть здесь. Нужно найти Олимара, он где-то здесь. Вон он. Он без сознания. И его нам нужно вылечить и вернуть на базу. Ну, вернуть на базу, а потом вылечить. Такая последовательность. И мы заюзали спайси. Они такие красные стали. У них цветки на головах выросли. Это нужно для того, чтобы усилить урон. И, соответственно, из-за того, что у них цветки на лице, мы не знаем, как его зовут. Для этого нужно лекарство. So get ready for that. I will let you know. But basically what's going to happen is we're going to go back. We're going to say we collected Olimar. We collected apparently a playing card for some reason. You know, but that's the only other thing we collected actually on this day. It's really funny. So we collected Olimar. Great job. We collected a playing card. Great job for us. 9. the famous 9. 9. And that was a very successful day in my opinion. And now we're going to have Yanni with our remaining cure Olimar все, последнее. Используем лекарство и лечим его. И сейчас будет время. Когда появится снова clear. Все, миссия выполнена. Миссия завершена. Вот это ран. Could have been worse. What's your PB? PB's 115. So considering it got a little bit scary at the very end there, I'm gonna call that very acceptable. Beat my PB by 10 minutes. There you go. Yeah, so our PB's by infinite. Yeah, there you go. No, so
Все, мы садимся на корабль и улетаем. Категория называется Олимар, спасение Олимара, возможно, потому что корабль мы чиним раньше, и, соответственно, если это any percent, мы можем без него улететь. А эта категория, видимо, подольше, так как тут нужно еще спасти команду. And overall, I hope to see. I'm glad to show this, and hopefully more Pikmin movement across all 5 Pikmin games at maybe AGDQs in the future. Here's hoping. Cap is always super You actually helpful. acknowledged him. Пикманов, оказывается, 5. Видимо, там какая-то без цифры есть часть. Whenever you have any questions. Yeah, One, two, three, three deluxe, and four. Thank you, Chris. True. Все, мы улетели с планеты. Оказывается, это Земля была. You know, over the course of the last years, all 4 console Pikmin games, Pikmin 1, 2, 3, and 4 respectively, have all seen major activity at all times. So there's never a bad Pikmin game to get into. There's never a bad time to get into them. Actually, the best time to get into them was yesterday. The next best time is tomorrow. Don't get into them today. You should be watching me. So if you want to learn, now is the time. If you're thinking about learning, don't think, do. Dandori. And one thing I would like to say is that like every Ну и Раннер Pikmin говорит, game is что also, like, a very, very different смотреть speed ран run. нужно Yeah, его. like, They're all very you can different. try 'em all out and Хорошо see which было one you бы, sort of vibe with чтобы the вы best. пришли на этот ран, но он I think that's very cool. рассказывает про то, There's как он there's similar советовал concepts, but they людям. execute very differently. И Yeah, no, it's been awesome. нужно ранить Thank you. игру и так далее. Стандарт. Again, just thank you so much. We can enjoy these nice credits, and then we Только can про move on Discord to ничего не the сказал. next programming as needed. Yeah. Great run, Cap. Yeah, thank you very much. Dandori! Dandori, В общем, Pikmin dog. порекомендую. Рекомендовал, что вот если будете ранить, нужно начинать. Новая игра, новые горизонты.